Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я делаю вкуснейший крем малиновое мороженое с очень ярким малиново-сливочным вкусом, с очень красивым цветом, натуральным цветом, который подойдет как к шоколадным, так и к ванильным коржам. И даже к медовым он подходит, если правильно его использовать. Сейчас я покажу, как я делаю этот крем. Делается он, в принципе, совсем несложно. Главное знать правильные пропорции. Итак, мне здесь понадобится 270 грамм свежемороженой ягоды малины. Я ее разогрела, разморозила в микроволновке. И теперь я беру миску, сито и начинаю перетирать всю мою ягоду через сито. Это такая монотонная ручная работа, но это сделать нужно, чтобы в креме у нас не было косточек именно. Сейчас обязательно смотрим, чтобы косточки не попали у нас в готовое пюре, уже в чистое. Я беру сейчас также, когда у меня перетерта будет вся ягода, беру ковшик, и в нем я буду уже нагревать на плите. Здесь вот у меня чистое мое пюре. И на плите я буду нагревать это до закипания. Ни в коем случае ничего мы не кипятим. 180 грамм готового пюре у меня должно получиться. Здесь 179, но в принципе 180 грамм нам нужно на ту пропорцию молочных продуктов, которые я буду вам давать. При постоянном помешивании у меня дошло мое пюре до кипения. Ни в коем случае не добавляю никакой сахар туда, иначе вкус у пюре будет такой немножко как у варенья. Этого нам нельзя допускать, иначе вкус у крема будет уже более такой разбавленный. Я беру емкость, в которой мое пюре полностью остынет до комнатной температуры. Не нужно его там охлаждать уж очень сильно, но оно должно быть у нас таким достаточно прохладным. Итак, я просто накрою это блюдцем, я не накрываю это пленкой в контакт. Здесь у меня молочные продукты полностью очень хорошо охлажденные. Здесь у меня большая двойная порция, я все напишу в описании к видео, все пропорции. Здесь у меня 600 грамм очень хорошо охлажденных сливок, 33% жирности. 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм, 250 грамм сахарной пудры, 180 грамм пюре малинового. Также я беру сюда 250 грамм пастообразного 9% творога. Если же у вас нет пастообразного творога, пробейте его блендером или перетрите через сито. И 300 грамм творожно-сливочного сыра, 23% жирности. На малых оборотах миксера я ввожу туда в сливки сахар ванильный и всю сахарную пудру. Сахарной пудры здесь брать меньше я никогда не беру, потому что будет очень кислый вкус у крема. И сливок меньше тоже брать нельзя, потому что у крема тогда будет более творожный вкус. Этого делать нельзя. И теперь на полных оборотах миксера я взбиваю сливки до устойчивых пиков. Сливки, если же у вас 30% жирности, нужно добавить просто загуститель, чтобы они лучше держались. И по инструкции, которую дает производитель, к этому загустителю уже добавить ту пропорцию. Итак, сливки мои взбились. Теперь я буду на таких умеренных оборотах вводить туда весь мой творожный сыр и творог. Творожный сыр – это сыр типа Хохланд, Альметте. Вот чтобы кто в России, девочки в других странах СНГ живет. В Германии это обычный фришкейзе, который везде продается. Главное не брать диетическую жирность у этого сыра, иначе будет более такой дешевый вкус у этого крема. Должен быть сливочный сыр, именно вот такой вот сливочный вкус у него. На умеренных оборотах миксера мы вводим. Также я ввожу туда мой творог. Творог здесь не менее 9% жирности. Еще раз повторяю, если у вас нет пастообразного творога, берите тогда
обычный творог крупинками и пробивайте его блендером, либо же перетрите через сито. Творог не должен быть кислым, таким уж очень кислым. Есть такой творог, как для сырников берем. Не нужно брать такой творог. Если же у вас вообще нет никакого творога или вы не любите творог, я здесь показываю более бюджетный вариант крема. Здесь уже на полных оборотах я сейчас взобью до пышности. Если же нет вообще никакого творога, возьмите тогда лучше 250 грамм сыра маскарпоне. Это не повредит, будет вкус еще более насыщенный, такой сливочный. Но его долго взбивать маскарпоне нельзя. Это уже на крайний случай, если вдруг у вас ничего нету. Потому что меня очень часто в комментариях спрашивают. Есть у меня крем также клубничное мороженое, но там совсем другие пропорции. И я поэтому показываю малиновое мороженое, конечно, отдельно здесь в видео. Итак, и на умеренных опять оборотах вводим все наше малиновое пюре. Видите, сразу цвет дает такой очень богатый розовый цвет у него будет у крема. И очень насыщенный вкус и аромат. Именно из-за того, что мы не добавляли сахар в подогревающееся пюре, потому что когда с сахаром будет совсем не тот вкус, когда ягода нагревается с сахаром. Теперь, останавливая я мой миксер, я пройду силиконовой лопаткой по краям моей дижи и также еще раз взобью всю эту массу уже окончательно. И сколько я ее взбивать буду, я сейчас вам не на ускоренном режиме покажу, чтобы вы знали, сколько это взбивается. Девочки, кто в Германии живет, про творог я хотела сказать, это обычный шпайзекварк 40%, который везде продается. У меня именно этот творог. Итак, опять я взбиваю на полных оборотах миксера. И вот смотрите, вот ровно столько, сколько я сейчас покажу. Сильно долго взбивать это не нужно, потому что это крем начиночный, он не будет у нас устойчивым. Это просто рассчитано для того, чтобы он обогатил вкус именно торта, но не украшать этим кремом торт. Итак, масса вот вся взбита, вот столько ровно мне потребовалось. Видите, он такой неустойчивый такой крем. Им можно украсить какой-то домашний тортик, пирог, именно непосредственно перед подачей, но не более того. Не нужно от него ждать что-то такое сверхъестественное от этого крема. Именно в начинку он вкуснейший, конечно. Теперь вот смотрите, у меня насадка М1. Я просто вам покажу, что он в принципе отсаживается даже из насадки. Еще раз повторяю, для домашнего десерта, для украшения домашнего десерта это может нам послужить. И богатый очень вкус у этого крема. И очень-очень красивый цвет, конечно же, ароматный очень крем. Я надеюсь, что видео было вам полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.